Меня забанили на Кубкрафт. Уже нет. Это было позавчера. Я зашел в Кубкрафт и увидел вот это. Я сначала не понял, правда ли это, и начал вспоминать, кто же мог меня зарепортить. Да, это оказался Обиженка Космос. Вы спросите меня, что это за ноунейм? Я кратко отвечу то, что он на протяжении 3 или 4 лет брал и просто всех репортил. Он буквально всех репортил, его за это унижали, и он обижался. Так вот, этот Обиженка, который вырвал из контекста вот этот момент стрима, обрезал его без звука и сделал репорт. А самое забавное, что модераторы Кубкрафт посчитали, что этого достаточно для моего бана. Я, конечно же, сделал апелляцию, объяснил, что на моем стриме я не нарушал правила и меня разбанили в тот же день. Но осадочек все-таки остался. Так что же случилось? 26 августа 2024 года я решил провести стрим, где я разоблачил драг-кликеров. До этого совместно с моими друзьями мы обсуждали, что так называемые драг-кликеры не драг-кликают. Я заметил, что почти каждый стал делать клатчи типа таких. И всегда для таких типов игроков аргументами было: бро, я драг-кликаю. Что, конечно же, ложь, но так как ложь для всех обыденное дело, особенно для обиженок, я провел стрим, где 2 часа и 27 минут рассуждал на эту тему. В начале стрима я решил показать все способы драг-клика, в том числе и изоленту. Но, стоп, подождите, я на тот момент не знал, что это запрещено, да и я не драг-кликал, буквально. Но это не помешало сделать на меня репорт без звука, чтобы было видно всего лишь мои отчаянные попытки драг-кликать. Так как я не умею. Самое забавное, что за все время на стриме, где я пытался драг-кликать с изолентой, я сидел с открытым меню и всего на 13 секунд закрыл его. И этого хватило для репорта. 13 секунд, где я ору, что невозможно драг-кликать. И слышно, что мышка просто не драг-кликает. Короче, вы берете и начинаете драг-кликать, но... Я буквально не могу драг-кликать, все. Я не драг-кликаю, потому что у меня, видите, у меня немножечко влажные пальцы, немного они мокрые, чуть-чуть. Но он просто вырезал из контекста момент без звука, и этого хватило. Мне очень жаль, что есть такие люди. На моем стриме сидело целых 12 человек, и никто из них меня не зарепортил. Только спустя 7 дней крыса под именем Космо, подделав доказательства, зарепортил меня. Знаете, я человек справедливый, мне тоже не нравится, что кто-то нарушает правила. Но я никогда из-за ненависти не подделывал ничего. Ведь очень легко обмануть в данное время, не так ли? Что и сделал Космо. Только ради чего? Чтобы доказать, что он может подделывать отчеты? Ну, молодец, я тебе похлопаю стоя. Кстати, правила обновили недавно, и они какие-то размытые. Непонятно, что запрещено, а что нет. И, кстати, если мы напишем в ютубе, как драг-кликать, там большинство ютуберов показывают, как драг-кликать с изолентой. А кто-то вообще портит свою мышку. Да что уж тут говорить, даже Приватед, бывший партнер Кубкрафта, а на тот момент действующий, использовал изоленту. Как? Так, он показал на своем стриме это? Офигеть, это как так? Может быть, пойти его зарепортить? Итак, делаем выводы, что есть крыса, которая ничего из себя не представляет и просто из-за ненависти репортит именно меня. Почему меня, я не знаю, что я ему сделал такое, я тоже не знаю. Он прекрасно знает русский язык, репортит меня, подделывая репорты, давя из себя всезнайку. Почему бы тебе не зарепортить своих друзей с Харионом? Кстати, я не рассказывал вам, что он подговаривал всех, чтобы меня не взяли партнером Кубкрафт. Я вам этого не рассказывал, нет? Ну вот, теперь вы знаете, таких я людей называю мародерами или вампирами, которые как пиявки пытаются высосать для себя выгоду. А Космо не знает, что он вместе с Хариончиками был заодно? Уже забыл, да?
Ради того, чтобы мне не дали партнерку, это все было. Вот представляете, вот просто потому, что он так захотел. Он подговаривал всех людей, чтобы меня не сделали партнером Кубкрафт. На тот момент я буквально подходил по всем параметрам. Но из-за того, что меня наказывали по всякой фигне, за то, что я на стриме что-то сказал, придирались к каждой фигне. И поэтому я не стал партнером Кубкрафта. Сейчас закрыта эта программа, и вообще Кубкрафт, вообще что-то с ним случилось в последнее время. Ну, да, я, пожалуй, покажу это видео модераторам Кубкрафт. Пожалуй, да. Окей, всем пока!